Как пить вино и не пьянеть? И как есть вкусную еду и не толстеть. Почему именно вина Франции считаются самыми великими в мире? А французская гастрономия самая утонченная. Об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске. The Cork. Без снобизма о вине и всем, что с ним связано. Наша цель – максимально доступно рассказать о винной культуре, истории, современности и интересных трендах, развеять глупые мифы и сложившиеся небылицы. Для достижения этой цели мы пригласили 8 шеф-поваров и 8 сомелье, которые на протяжении первых выпусков раскроют для вас все секреты классических винодельческих регионов Франции и других стран. В каждом выпуске вас ждут рецепты от шефов и лайфхаки от сомелье по подбору вина к приготовленным блюдам и много другого. Присаживайтесь поудобнее. Прямо сейчас мы вместе отправимся в путешествие по винным рекам. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами Александр Прошенков И Артем Лебедев. И сегодня у нас выпуск, посвященный винам и гастрономии Франции. Но прежде чем мы начнем говорить про эту величайшую страну, нужно как следует прооперитивиться. Для этого я подготовил вот такую вот бутылочку прекрасную. Александр, ваш бокал. В мире вина сейчас существует два основных тренда. Один тренд – это розовые вина, второй тренд – это игристые вина. И я хотел начать с такого прекрасного вина, которое объединяет эти два тренда. Да, это розовое игристое. Вообще, что может быть лучше, чем игристое вино? Ну, а я пока открою устрицы, мы именно тоже накидаемся как раз с величайшим розовым. И с величайшим удовольствием. Да. Ну и пару слов, соответственно, про Францию. Почему наш выпуск посвящен первой именно ей? Дело в том, что Франция, поистине выдающаяся страна с точки зрения и вина, и гастрономии. Про гастрономию, наверное, расскажет Саша лучше, а я скажу пару слов про вино. Дело в том, что Франция подарила миру различные классификации, подход к уважению теруара, почвы, климата, сортов винограда. Франция подарила современному миру идею качественного виноделия, идею восприятия вина как культового традиционного напитка. И многие воспринимают Францию как что-то очень сложное, серьезное, замудренное. На самом деле во Франции до сих пор существуют прекрасные вина, очень понятные, очень вкусные. И все наши выпуски, за редким исключением в самом конце, будут посвящены различным регионам Франции. Сегодня же мы будем говорить Францию как про страну в целом. Саш, может быть, расскажешь что-нибудь про гастрономию? Ну, примерно в том же ключе я могу рассказать про гастрономию, потому что Франция очень богата на продукты, на исторические. Вообще, в принципе, во Франции и появилась высокая кухня, и она считается законодателем мод. И, на самом деле, это гастрономическая столица Европы как минимум, но я думаю, что и всего мира, потому что большинство всех топовых шефов так или иначе учились во Франции, потому что это база, это фундамент, это тот фундамент, который нужно закладывать любому специалисту, профессионалу или любителю. И во Францию сюда едут все гурманы мира. Да, я абсолютно согласен. Невозможно познать Францию, не побывав в ней ни разу. Да, мы с Сашей неоднократно бывали в этой прекрасной стране, и сегодня попытаемся донести до вас ее основную идею – вкус Франции через ее прекрасные гастрономические продукты и через ее исключительные вина. Как поживают наши устрички? Пищат. Пищат? Конечно. Пищат от восторга, что сейчас будут съедены? Устрицы я открыл, сейчас 2 секунды, я доделаю быстро соус, потому что устрицы всегда нужно с каким-то либо лимоном. Я предпочитаю более такой классический французский вариант. Это красный винный уксус, лук, любой шалот, красный, белый и петрушка, и все. Ну и немного вина как раз. И немного вина. Да. Да, возвращаемся к нашей Можешь бутылочке. сюда подлить миллилитров С огромным 50? удовольствием. Чем больше, тем будет вкуснее? Ну, не совсем. Чем больше в бокале, тем будет вкуснее. Прекрасно. На сегодня у нас несколько прекрасных брендов представлено. Один из них это тот бренд, с которого мы начинаем, это JP Chenet. Это бренд вина номер 1 во Франции и входит в топ-10 винных брендов в мире. То есть это действительно очень классная история. Многие сомелье могут со снобизмом относиться к простым винам, но наш выпуск, он посвящен именно массовой винной культуре. Мы хотим донести до людей, что вино это круто, что вино это не про алкоголь, вино это про наслаждение. И что вино это, самый главный спутник великих блюд, потрясающей гастрономии, вкусной еды и прекрасного настроения. Примерно так. Соус у нас почти готов или готов? Готов. Готов. Что мы будем сейчас делать? Будем Берешь просто наслаждаться? устрицу,
У нас тут ложки нет. Да, у нас есть, ну, каждый может каким-то рабочим давай прибором. как, на полях. Все? Да, мы же не про снобизм. Я беру устрицу. Я тебе подолью сюда чуть-чуть. Все, ты подаешь мне. Да. Прекрасно. Держи. Себе. Себе. Прекрасно. Это устрица, это всегда праздник. Да. Да, помимо того, что они очень вкусные, они еще очень полезные. Ну, чин-чин. Чин-чин. Угу. Восхитительно, надо обязательно запить вином. Легкая соленость устриц прекрасно сочетается с Минеральный. минеральность и соленость, да, ты знаешь это слово, прекрасно сочетается с легким остаточным сахаром в вине, балансируя, создавая поистине потрясающее сочетание на небе, во рту, послевкусие и от устрицы, и от вина увеличивается. Как тебе эта Мне гастрономическая кажется, пара? лук добавляет сюда прям вот этот такой штрих, который немножко освежает и дополняет. Легкое такое острое, пряное, легкий острый пряный оттенок, нюанс. Да, прекрасное сочетание. Вообще, одно из самых главных сочетаний вина и еды заключается в том, что звучит так: what grows together, goes together. Здесь у нас французское вино и французские устрицы. Да, они созревали, они создавались и созревали в одном климате и, соответственно, идеально подходят к вкусу друг друга. Вот такое вот у нас прекрасное начало. Давайте двигаться потихонечку дальше. Саш, что ты подготовил как первый курс? У нас сегодня будет 3 блюда. И первым курсом я сделаю хрустящего цыпленка с классическим соусом тартар. Ну, а я подобрал к нему классическое белое вино, естественно. Это будет один из самых популярных белых сортов винограда в мире. Если не самый популярный, это шардоне. Да, и вообще сегодня я выстраивал наши образцы таким образом, чтобы рассказать про самые главные сорта винограда и про самые главные стили вина, чтобы, придя в магазин или в ресторан, вы понимали, что к чему. Например, наше первое игристое было вино из сорта Pinot Noir, это бургундский сорт винограда, и здесь у нас второй бургундский сорт винограда из региона Бургундия, это шардоне. Он абсолютно универсален и прекрасно сочетается с широким спектром различных блюд. Саш, давай ты тогда расскажи про то, как будешь готовить, а я пока начну потихоньку готовить вино. Ну, у нас будет куриная грудка, которую я замариновал заранее в йогурте, в травах, для того, чтобы молочная кислота помогает куриной грудке, скажем так, не быть такой сухой, как она обычно бывает у большинства приготовлений дома. И запанирую ее в сухарях и сделаю тартар, который вообще в принципе исконно французский, но он очень популярен был и в советское время, и сейчас уже в современном мире он такой стал интернациональным. Но вообще, в принципе, исторически он во Франции. А вот ты можешь рассказать мне, самому очень интересно, и нашим зрителям, насколько сложное в приготовлении это блюдо, потому что понятное дело, что любой классный шеф может приготовить абсолютный шедевр у себя на профессиональной кухне из потрясающих продуктов, но сможет ли обычный человек повторить вот это блюдо, посмотрев это видео и услышав твои комментарии? Да, оно очень просто. Ну, там единственное, что есть пару моментов, в которые я объясню, как можно сделать альтернативу, но вообще приготовление это займет буквально не считая маринования, 10 минут 15. Супер! Ну что же, давай тогда приступим. Приберусь. Приступим, выпьем еще по глоточку, еще раз чин-чин, да, и оставайтесь с нами. Не переключайтесь. Итак, как я говорил, мы приготовим куриную грудку, которую любят готовить в любом доме. Я взял целую грудку, нарезал слайсами, немного по диагонали, чтобы она хорошо прожарилась, и запанирую в сухарях. Это такие японские сухари панко. И в темпуре. Темпуру можно использовать, это вода и темпурная мука в пропорциях, которые написаны на любой упаковке. Вот, у меня чуть-чуть, так как я все-таки из ресторана, вот, я принес с собой один гаджет. Он чуть-чуть упростит работу. И у меня темпура с помощью сифона получается очень воздушная, но можно дома сделать, просто смешав, как я сказал, муку и темпурную, и воду. Дальше что нам нужно будет? Мы обваливаем в этой темпуре грудку
И после этого сразу сухари. И нужно сделать такую корочку из сухарей, защитную и хрустящую, которая потом будет как раз вот этим вот пятым вкусом. И отправляем в горячее масло. Аккуратно. Татуша. То же самое повторяем. Параллельно я сделаю соус тартар. Это классический французский соус, который, тоже я рассказывал, стал очень популярен, был очень популярен в советское время, и сейчас в современном мире его тоже достаточно активно используют. Делается он на основе айоли. Айоли – такой облегченный майонез, который делается с помощью желтков, оливкового масла и чеснока, ну и лимонного сока, либо какой-нибудь кислоты, которая есть, уксус, либо можно даже с вином. Все, пока у нас цыпленок жарится, мы приступим к соусу. Вот у меня есть айоли, уже готовый. Он должен быть достаточно густым. Один из главных ингредиентов – это соленый огурец. Я предпочитаю соленый, а не маринованный. Натираем мелко. Можно нарезать мелким кубиком, соломкой, как вам удобно, тут принципиальной разницы нет. Но главное, чтобы это было не крупно. Помимо огурца у нас используются каперсы, лук, чеснок и зелень. В моем случае это будет укроп, но можно использовать зелень вообще абсолютно любую. И петрушку, и базилик. И во Франции очень часто используют эстрагон. Сейчас мы дотрем этот огурец. Сейчас дотрем. Трем огурец. Да, пока ты трешь огурец, я скажу пару слов про вино, которое уже подготовил, которое у нас в бокалах. Откуда название бренда? Дело в том, что в Средневековье во Франции существовал, по легендам, такой винодел, которого звали Жан-Поль Шене. И он считался одним из самых выдающихся профессионалов в своей отрасли. Он даже поставлял свои вина для королевского двора. Правил в тот момент Людовик XIV, которого называли король солнца. И, соответственно, один раз, поставляя вина ко двору королевскому, Жан-Поль Шене приехал вместе с вином и презентовал вино непосредственно Людовику. И Людовик обратил внимание на то, что горлышко у бутылки немножко неровное. Он спросил у Жан-Поля, в чем проблема, почему горлышко кривое, на что Жан-Поль быстро среагировал и придумал очень правильный ответ. Он сказал, что горлышко не кривое, это просто бутылка склоняется перед вашим величием. Ну и, соответственно, это стало такой красивой легендой, и поэтому сейчас эти бутылки выпускаются с тем самым слегка изогнутым горлышком. На этикетке у нас написано «Ван де Франс», да, что означает французское вино, пишется «Вин де Франс». И это сорт винограда Шардоне. Сейчас, когда блюдо будет готово, мы сможем продегустировать и вино отдельно, и посмотреть, сочетается ли оно с прекрасным блюдом от Саши. Я, конечно, не обещаю, но я очень надеюсь. Да? Я добавился лук красный, я использую. Теперь опять я тру, только уже чеснок. Ну вот здесь я уже просто понаблюдаю, как ты будешь натирать чеснок. Да, там быстро. Все получится быстро, я уверен. Затем каперсы. Я использую каперсы целиком, но также можно их порубить, порезать. И укроп. Сразу же видно руку мастера. Типа в порезах все? Да, в шинковке, во всем. А правильно вообще, я вот слышал такую как присказку, правило, что самое главное в готовке – это вначале открыть вино. Да. Что есть даже такая шутка, я уверен, что все ее слышали, что я никогда не готовлю без вина. Иногда я даже добавляю его в еду. Ну, главное, чтобы это мои повара не слышали. А так вообще, да, есть Ну, такое. тогда запрещаем просто смотреть этот выпуск, и все будет нормально. У меня, в принципе, все готово. Цыпленок уже практически готов. Красиво? Прекрасно. Отлично. Я использую, ну, это практически каждый шеф использует зеленое масло. Я делаю зеленое масло из зеленого лука, потому что оно очень ароматное по сравнению с, если делать с петрушкой. Мы наливаем немного на одну сторону, куда у нас будет, где у нас будет соус. Наверное, сначала лучше цыпленка. Не сложно подать, да, салфеточку? Пожалуйста, пожалуйста. Специально подготовил. Надеюсь, Да. И вот такой он красивый. Здесь стоит прекрасный запах. Дорогие друзья, вы не можете его почувствовать, но я могу вам про него рассказать.
Сейчас, 1 минуту. Одну минуту. Чуть-чуть. одну минуту. Плита пустая. Да, ты пока можешь взять бокальчик и сделать первый глоточек, Так попробовать, что это вино? рассказать, Я как там тебе. Да, ты не слушал меня, Нет, все я нормально. только приехал. Это вино из сорта винограда Шардоне. Шардоне – один из самых популярных сортов из Бургундии. И чем славится Шардоне? Тем, что он идеально выражает через вино место, где он вырос. Да, то есть, соответственно, здесь мы можем почувствовать свежие, может быть, чуть недозрелые фрукты в аромате, цитрусовые, да, такая холодная, аккуратная, элегантная Черешня. стилистика. Ну, белая черешня. Существует такая, если? конечно. Соответственно, прекрасное, элегантное вино, которое идеально поддерживает, в общем-то, любое блюдо. Но чем интереснее будет гастрономия, тем круче раскроется, естественно, и вино. Можно отсох делать? Давай, попробуем его. Да, пожалуй, соглашусь. Прекрасно. Да, и, дорогие друзья, не забывайте, что самое важное – это использовать правильные винные бокалы, держать бокалы за ножку, слушать, наслаждаться ароматикой вина и пить вино обязательно в хорошей компании. Да? С утра. С утра. Перед работой, да. Собственно, как мы сейчас делаем? Все, я наконец справился с этим цыпленком. Так. И мы сервируем, да, чтобы Да, давай уберу, было чтобы видно. тебе не мешало. Да. И соус тартар. Я еще люблю добавлять сюда вареное яйцо. Это, конечно, немножко уже отклонение от классики, но тоже это очень вкусно. Вот простота в тарелке. Прекрасно, можно просто сделать фотографию и выложить в свой Инстаграм. Завтрак чемпиона. Красота. Ну что, будем пробовать? Да. Вино или еду? Ну, вино, конечно. Я же спрашивал в самом начале, как есть вкусную еду и не толстеть. Надо просто И как пить на неё вкусное вино, да, тоже болтать его в бокале и ничего с ним больше не делать. Нам нужны После вас. приборчики. Ну что же, Прошу. с твоего позволения я попробую. Нужно обязательно зачерпнуть, да, и соуса, и зеленого масла, чтобы полностью прочувствовать вкус. Полоснуть, так помыть тарелку. Помыть тарелку. Горячо. Я специально взял первый кусок. Он... Самый горячий. Нет, наоборот. Насыщенный вкус. Курица не сухая. Очень круто. И очень хрустящая панировка. Особенно соус дополняет всю эту историю. Это очень здорово. И как раз такие легкие, свежие вина, они идеально освежают полость рта для того, чтобы хотелось сделать еще и еще укус этой прекрасной курочки. Чин-чин. Чин-чин. Класс. Ну что, дорогие друзья, продолжаем. Я подготовил следующий образец. Прекрасное красное вино из региона Бордо. Это вино уже более серьезного уровня, более дорогое, более высококачественное для истинных ценителей. Здесь на этикетке есть надпись АОЦ, аббревиатура, которая расшифровывается как Appellation Origine Contrôlée. Это говорит о том, что это вино произведено в определенном регионе, по правилам этого региона, и что подделок здесь никаких быть не может. То есть это Бордо, и это Шато де ла Марк. Слово «шато» обозначает замок. Вообще во Франции есть чаще всего производители, которые именуют себя замками «шато», и которые именуют себя другим словом «домен», которое обозначает собственность. В общем-то, это по сути то же самое, но так вы можете понимать, что конкретно перед вами. И это вино из классических сортов винограда, из Каберне Савиньона и из Мерло. Да, оно серьезного уровня, качественное, сложное. Это 16-й год, то есть мы можем ожидать что-то достаточно интересное. Давай попробуем. Мне очень интересно очень интересно твое мнение. Налью по чуть-чуть, пожалуйста. Сразу, Ну, можешь просто залпом, как это говорится, как по-гусарски, да? Как тебе больше нравится. Пожалуйста, скажи, что думаешь. Так как я учился на винных курсах, могу сказать, что нужно бы...
наверное, подышать все-таки. Да, согласен, вино чуть-чуть закрытое. Это вино 2016 года урожая. 16 год в Бордо был поистине выдающимся. И вина этого года, они нуждаются в более долгой выдержке. То есть они выходят на свой пик примерно, условно говоря, там в 10-летнем возрасте. Что мы можем сделать, чтобы улучшить эту ситуацию? Как Саша правильно сказал, мы можем это вино проаэрировать. Для этого у нас есть вот такой вот графин. Многие называют его декантером. Это тоже правильно. Но декантация — это немножко другой процесс. Нам нужно вино проаэрировать, дать ему насытиться кислородом. Поэтому мы аккуратно переливаем его, чтобы вино разлеталось, разливалось, плескалось внутри графина, насыщалось кислородом и как цветок показывало всю свою красоту. Все, да? Можно? Ну, сейчас, подожди, видишь, еще чуть, это долгий процесс, и его нельзя делать быстро. Поэтому тебе придется просто стоять, да, и зевать. Вот, мы переливаем все вино без остатка, потому что никакого осадка там быть не может. И пока оно дышит, Саш, твой ход, пожалуйста, расскажи нам, что ты подготовил. Аллилуйя. Итак, к такому достаточно серьезному вину я подготовил утиную грудку. Вот это классика, опять же, французской кухни. И в Бордо утиную грудку очень любят. Я ее сделаю с свекольным пюре. Оно уже готово. Это просто печеная свекла, молодая свекла в фольге с оливковым маслом. И потом просто пробита с добавлением еще оливкового масла, лимонного сока, соли. Все. И вот такая глазурь, которая делается посложнее. Это варится классический французский соус жу из куриных каркасов, как мы их называем. Это остатки от курицы, когда вы там разделываете, и вот у нее есть каркас, из которых потом варится такой сложный. Это, грубо говоря, демиглас. Наверное, демиглас все знают. А это вот современная вариация демигласа, который сейчас используется чаще, чем самый классический французский соус демиглас, потому что демиглас он тяжелее, а куриный жу он гораздо легче, интереснее и современнее. И на гарнир мини-романо хрустящий. Да и все, собственно. Что нам нужно сделать? Утиную грудку я подготовил, я ее зачистил, отрезал, потому что она была очень большая. Сейчас я ей сделаю надрезы со стороны кожи, аккуратно, со стороны жира, не глубокие, не дорезая до мяса, для того, чтобы при обжаривании вот этот жир топленый, который, заметьте, у нас сковородка вообще абсолютно сухая, температура на ней средняя, она не должна гореть, потому что иначе у вас жир утиный сгорит. Вот мы сделали такие насечки. Соль с двух сторон. И отправляем на сухую сковородку вытапливаться жир. И она в своем жиру будет готовиться. Займет у нас где-то минут 5-7. Очень важно, это прямо одно из самых важных правил при приготовлении утиной грудки, никогда ее не передерживать. Даже прожарки, ну, если по аналогии с мясной прожаркой проводить medium well, это будет убийство для утиной грудки. Она станет сухая, она станет уже несъедобная. Вообще французы едят преимущество medium rare. Rare, ну, medium это прям крайний случай. Вот, поэтому мы сделаем, ну, сейчас посмотрим, что получится. Саша, а можно ли назвать это блюдо, ну, фитнес-блюдом? То есть главные вопросы, которые мы задавали в начале эфира, это как пить вино и не пьянеть. Я расскажу про это буквально через минуту. И вот вопрос, да, вот первое и второе блюдо, насколько они сочетаются с правильным образом жизни, с модным сейчас ЗОЖем. Я надеялся, что про первое не вспомнишь. Вот, не, но первое можно. А, можно, да? Ты чуть-чуть, это конечно. называется читмил. Да, это называется читмил. Вот. А утиная грудка абсолютно подходит под определение ПП, ЗОЖ, потому что в ней практически нет жира, но только вот та сторона, на которую мы сейчас жарим, ее можно будет срезать легко после приготовления. А вообще, в принципе, утиная грудка — это чистый белок, мясо и, как видите, гарнир у нас это свекольное пюре, салат. Абсолютно ПП, ЗОЖ, Супер, это очень здорово, я полностью поддерживаю эту тему. Многие думают, что вино это что-то опасное, что это вредно для здоровья, но вспомните про средиземноморскую диету. Да, это диета, которая появилась во Франции, особенно на побережье, естественно, Средиземного моря, и которая включает в себя обязательно вино. Почему? Потому что небольшие дозы, буквально один бокал за едой, он никогда не навредит. Он просто сделает еду вкуснее, настроение лучше, и вино красное особенно даже содержит в себе определенные химические элементы, которые могут быть полезны для нашего здоровья. Главное не перегибать палку. Можно мне дозу вина? Пожалуйста, пожалуйста. Но надо допить это. И как раз следующее у нас, смотри, как красиво играет в аэраторе, насыщается кислородом. И сейчас будет абсолютно потрясающе. Да? Ты готов? Да. Или еще не готов? Смотрите, я подготовил для утиной грудки. Это тоже такой классический французский прием.
когда у вас нет гриля, нет возможности делать мясо вкусным на углях, там, в какой-то супермощной духовке или на сковороде гриль, можно все это сделать на обычной металлической сковороде, обязательно с толстым дном, потому что температура лучше передается и лучше держится. Мы ближе к концу добавим чеснок, просто раздавив его пополам, и маленькую веточку тимьяна. Тем самым, сделав вот это масло, в котором будет готовиться продукт, в нашем случае утиная грудка, супер ароматным, запрограммировав его, и так можно готовить абсолютно любой продукт, и мясо, и рыбу в том числе. Еще добавить сюда кусочек сливочного масла, и будет вообще бомба. Сказка. Сказка, да. Но так мы все-таки ПП, ЖЖ и т.д. и т.п. Вот поэтому... То мы ничего не добавляем. Да, мы будем только на чистом утином жиру. Саша, я вот знаю, что ты был во Франции много раз. Вот какой регион тебя больше всего впечатлил? Ну, я люблю больше всего, конечно же, Прованс. Я там учился, стажировался несколько раз, и Прованс самый красочный регион. В Провансе сочетается, на самом деле, очень явное влияние итальянской культуры на Прованс. Это и как раз в первую очередь на кухне отражается, и в принципе в ментальности людей. Вот, поэтому, ну, во-первых, это юг Франции, да, там я где стажировался, работал, сел на машину там 40 минут и поехал. И оказался, да, на побережье Средиземного моря. Вот, и по культуре, по продуктам мне вот Прованс и, наверное, все-таки Бордо, потому что... Великая классика, куда от нее никуда не деться. Да, если вы не знаете, то развитие винной культуры во Франции тоже начиналось с юга. То есть качественное виноделие появилось сначала на южных берегах Средиземного моря благодаря римлянам. И уже потом начало распространяться на север, в более северные регионы. В том числе Бордо был одним из первых. То есть как раз те регионы, про которые говорит Саша, они максимально важны. И мы начинали с шардоне и с пино-нуара, с бургундских сортов. Бургундия тоже является важнейшим регионом. Нет, все нормально, ты можешь готовить, я пока поговорю. Итак, смотрите, тоже такой маленький лайфхак. Когда вы обжариваете мясо, опять же, вот это все один и тот же способ. Обязательно вот этим маслом поливать сам продукт для того, чтобы он пропитывал, ну, в нашем случае утиную грудку, либо там кусок мяса, если вы жарите, либо рыбу. Это очень важно, и это такой старый классический французский прием. Пока еще не добавляю, нам нужно еще несколько минут, чтобы не сгорел чеснок и не сгорел тимьян, поэтому я его добавлю в самом конце. Там ему достаточно будет минуты для того, чтобы передать всю ароматику сумасшедшую продукту. А у нас пока что вино, я думаю, что немножко подышало. Я разолью его по бокалам, чтобы оно продолжило свое развитие уже внутри бокала. А вообще, если вы считаете себя настоящим гедонистом, любителем вина, любителем гастрономии, то нужно обязательно, помимо правильных винных бокалов, дома иметь еще вот такой вот графин, потому что любое вино практически, желательно наполненный, да, графин должен быть наполовину полон. Да, такой графин даже белое, даже игристое вино раскроет. Да, практически все вина выигрывают от небольшой аэрации, поэтому очень сильно вам рекомендую. И если вам нравится то, что сейчас происходит, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. И колокольчик. И колокольчик. Все, я закидываю тимьян и чеснок. Сейчас он, вот эта ароматика, жаль, я вам ее не передам, но все, кто здесь находится, ее почувствуют. Я чувствую ее. I feel you. Пахнет уткой, чесноком И тимьяном. и тимьяном. А вы проницательный молодой человек. Ну, у меня осталось буквально минута-полторы. Вот, и, в принципе, мы готовы. Сервировки. Да, на этот раз я возьму тарелку поглубже, потому что утка даст в любом случае свой сок. И чтобы у вас не было никаких некомфортных ситуаций, лучше взять что-нибудь с бортами. Так, ну, пока у нас утка доготавливается, мы берем половинки салата мини-романа. Можно взять одну половину классического романа, он доступен больше, он продается в каждом магазине. Маленький почему я использую, он более такой текстурный, хрустящий, и, ну, мне лично он больше нравится. И закидываем сюда же вот срезом вниз, для того, чтобы он немножечко поготовился и такой стал, ну, слегка подпеченным, но при этом сохранил свою текстуру.
Не могли бы мне подать салфетки, Да, пожалуйста. месье? Да, дорогие друзья, ничего не могу сказать, не хочу хвастаться, но мы работаем в прекрасной индустрии, занимаемся очень классным делом, можем пить вино, кушать прекрасную еду и называть это своей работой. И, ну, стройными И хожу. стройными. Ну, Ну, что тут скажешь? итак, ну, в принципе, утка готова. Даем обязательно продукту отдохнуть. Сейчас я увеличу мощность конфорки для того, чтобы салат быстрее приготовился. Буквально 30 секунд, ну, желательно пару минут. В любом случае всегда давать продукту отдохнуть. В первую очередь это касается мяса красной птицы, если можно так выразиться. Потому что волокна отдыхают, и если вы будете сразу нарезать мясо, которое вы только что сняли с гриля, оно будет чуть жестче, чем если вы дадите ему там хотя бы 3-4 минуты в тепле отдохнуть. Это очень интересно. Получается, есть некоторая аналогия между вином, Да. которому нужно немножко подышать, и мясом, которому тоже верно. нужно отдохнуть. Можно еще раз воспользоваться вашими Пожалуйста. услугами? Вот наш салат чуть-чуть подварился, но при этом он сохранил свою фактуру. Обязательно соль. И теперь мы подготавливаем утиную грудку. Отрезаем лишнее. О, красота. Ну, это я просто чуть-чуть выпендриваюсь, как в ресторане. А так, конечно, ее можно просто нарезать слайсами, и будет абсолютно то же самое. Но я хочу сделать немножко еще и эстетику. Вот. Это моя любимая прожарка. Она прекрасна. Medium rare, да. Она выглядит отлично, друзья. Свежая соль. И начинаем. Я начну снимать это сразу же, чтобы ничего не пропустить. Вообще, может ли обычный человек с первого раза вот достичь такой прожарки, ничего не пережарить, не пересушить? Или это нужно почувствовать, готовя раз за Нет, разом? в принципе, можно. Нужно просто соблюдать рекомендации Шефа? либо шефа, либо там, того человека, кто продает, условно говоря, мясо. Потому что плюс-минус время, оно стандартное. Немного свекольного пюре. И глазурь. Помимо вот этого куриного соуса жу, как я сказал, я сюда добавил еще немного выдержанного бальзамика, который дал свою сладость, кислоту, и это идеальное сопровождение для утиной грудки. Как говорится, Ну что же. вуаля. Вуаля. Я думаю, что вино тоже прекрасно продышалось, отдохнуло, поэтому давай пробовать скорее. Даже непонятно, откуда начинать. Обязательно нужно всегда резать продукт поперек волокон, это супер важно. Прошу, Вот, пожалуйста. Вот прям так и режь, да. И чем тоньше слайс вы отрезаете от любого продукта, будь то утиная грудка, кусок мяса, тем нежнее оно будет априори. Поэтому очень важно здесь деликатность и четкое соблюдение вот этих правил, что нужно резать строго поперек волокон. Потому что Когда стоишь рядом с шефом, не уверен даже, что правильно Я тебе нарезаешь, показал, чувствуешь себя что очень нормально. неудобно. что скажете? Можно я немножко пожую? Ну, пожуйте. Можно ли жевать соус жу? Ну, судя по названию, да. Это очень нежно. Прекрасно. Я не воспользовался салатом, но думаю, Он что просто ничего незаметно страшного. такой, да. Саш, пожалуйста, попробуй с вином обязательно. Сочетание идеальное. Есть такая попсовая фразочка, что сочетание, созданное на небесах. Да, оно действительно прекрасно сочетается. Утка не жирная, вино достаточно сухое, достаточно строгое, и они сочетаются очень здорово.
И свекольный соус дает легкую сластинку, приятную, округляющую вкус. Да. Это очень здорово. Full контакт. И главное, что это быстро готовится. Правильно я понимаю? Ну, не считаю, что мы здесь уже 2 часа. Не считая, что ты сутки делал заготовки. Да. Так все, Три дня очень варил просто, соус. дорогие друзья. Вот, ну что же, я считаю, что основное блюдо наше получилось, ваше получилось просто замечательно. Я просто открыл бутылку, да, моя задача несложная, но это очень здорово. Рекомендую повторить этот рецепт дома. Я лично это сделаю. Или первый, или второй, кому как больше понравится. Вот, ну еще раз чин-чин. И двигаемся дальше. На заключительное блюдо сегодня я решил, естественно, выбрать десерт. И какой десерт? Что сейчас у нас сезонное? Это персики, нектарины, можно взять абрикосы. Ну, в моем случае вот такой персик, тарталетка из песочного теста, 2 вида крема. Это больше похоже на гель из ананасового пюре, а это шантиль. Такой обычный классический французский заварной крем. Нам нужно разогреть сковородку до средней мощности, высыпать сюда сахар, желательно тростниковый, для того, чтобы мы сейчас сделали такую экспресс-карамель, и в этой карамели обжарим фрукт. Разрезаем пополам, нарезаем на дольки не очень крупного размера, чтобы они удобно потом их было складывать. Убираем косточку. Так, сюда. Мне кажется, сейчас все сладкоежки потихонечку поплыли. В сторону Франции, да? Да, в сторону французских десертов. Ну, французский десерт – это вообще отдельная песня, и все мы знаем, что крутейшие шоколадье, кондитеры – это в подавляющем большинстве французы. У них это в крови на генетическом уровне делать просто из, условно говоря, сахара и сливок такие вещи, за которыми потом едут со всего мира и тратя на это огромные деньги. А для того, чтобы тарталетка у нас не ехала, мы немножечко сделаем ее, приклеим с помощью крема. Все, вот отлично. Так, у нас пока сахар плавится. Добавляем сюда сливочное масло. Прям супер карамель мы делать не будем. Нам нужно растопить масло и с сахаром его обжарить в нем персик. Перемешиваем, чтобы это все было однородно. И сахар сейчас потихонечку будет уже плавиться. Все, закидываем нарезанные персики. И нам нужно буквально 1,5-2 минуты, чтобы не превратить их, скажем так, в пюре, чтобы они сохранили свою форму, но при этом были карамелизированы. И, кстати, что у тебя сегодня? Да. Пейринга. Я слышал, что это блюдо, которое нужно фламбировать. Правильно я называю это слово? Фламбе. Фламбе. Да, соответственно, у меня есть прекрасный напиток специально для этой цели, и не только для этой. Классический дижестив. Это бренди, это виноградный дистиллят, французский. Главное, не путайте, пожалуйста, никогда слово коньяк и слово бренди. Коньяк может производиться только в коньяке, и это будет определенный стиль, сложный, комплексный. Бренди чуть легче, чуть свежее, больше похоже на напиток для потребления как дижестив на, условно говоря, на каждодневной основе. Я наливаю совсем по чуть-чуть. Это некоторый финиш. Саш, тебе пригодится, да? Он тоже столько хватит? Обязательно, для того, чтобы я сделал фламбе. И маленький штрих, маленькая щепотка соли всегда, любой десерт практически даст больше грани вкуса, чем если мы не будем добавлять. Все кондитеры добавляют так или иначе во все абсолютно крема, соусы, щепотку соли, так же, как и, например, соленый соус, когда мы варим, мы добавляем щепотку сахара. Это называется баланс вкуса, который очень важно соблюдать практически во всем. Персики у нас готовы. Я добавляю немного бренди и немного фаер-шоу.
Как только спирт испаряется, выключаем сковороду. Все. Кухонная магия. И вот получился и соус, он же карамель, и он же бренди карамель. Теперь мы делаем, точнее, занимаемся оформлением блюда. Чередуем ананасовый крем. Можешь освободить, чтобы было видно? Пожалуйста, конечно. Упс, чуть-чуть у меня. А здесь жарко, оказывается, да? Это, наверное, из-за того, что такие хорошие вина мы с тобой. Или что мы такие горячие. Да. Все. Немного ананаса. Немного... Так, испугался. Крема. Испугался, что забыл дома. Да. Раз. Да. Ананас даст вот эту тропическую кислинку, которая очень сюда хорошо пишется. И выкладываем персики. Конечно, удивительно, как непонятные вещи в каких-то пакетах на глазах прямо превращаются в красиво оформленное блюдо с прекрасным запахом. Почувствуй себя Седриком. Седрик — это один из самых крутейших кондитеров. Кондитеров? Да. Или почувствовать тебя наоборот, а не себя. Я ничего не делаю. И немного миндаля. И парочку что-нибудь для контраста. Не сфоткать это. А вы блогеры такие, да. Ты же занимаешься, да, блогерством? Нет? Нано-инфлюенсингом. Прости, что? Это в Википедии можно всегда прочитать, это такая сложная история. Но что делают все фуд и гастрономические блогеры? Они все берут бокальчик и вот делают вот такую фотографию как раз того, что они будут кушать, с тем, что они будут выпивать. Да, чтобы было понятно, что они не просто едят бездумно, а что они еще и выпивают с этим вместе. Ну, собственно... Кстати говоря, твой бокал, пожалуйста. Да. И я хотел маленький комментарий от себя сказать, пока блюдо будет отдыхать, как ты любишь говорить. Да, дело в том, что вот то, что мы сейчас видели, как я понимаю, это была карамелизация. Вот абсолютно тоже самый процесс проходит в бренди, в то время как бренди выдерживается в дубовых бочках. У него округляются углы вкуса, он становится более сбалансированным, более интересным. И там тоже проходит реакция Майяра, та самая карамелизация, которая дает вот этот вот красивый цвет, коричневый такой янтарный, и ароматику слегка сладкую. Попробуй, почувствуй. Я не вру, правильно ли я говорю? Нет. Не вру или неправильно говорю? Нужно подчеркнуть. Ну что, давай нужно подчеркнуть, округлимся. Ура, и попробуем. Его не надо ничем закусывать, не надо ничем запивать. Тогда? Он прекрасен. Нет, стой, подожди. У нас есть ложки? Прекрасно. Как его нужно пробовать? Он, видимо, уже поплыл, как и я. Мы с тобой. Да. Вот. Я буду не очень аккуратно это делать. Можно? Как обычно. Как обычно. Да, как блогер. Все развалилось. Но я все равно попробую. Да, я предпочитаю персик. Это сказочно вкусно. Десерты каждый раз, когда ты уже не хочешь есть, когда ты уже наелся, кажется, что больше не влезет. Но они тебя заставляют. Они тебя заставляют. Надо с десертами нужно обязательно быть очень аккуратным. Именно поэтому и существуют дижестивы. Они от слова digestive, если ты не знаешь. Это пищеварение. Соответственно, они должны помочь нам в этом, поэтому да, очень сильно рекомендую, как вот мы аперитивились в начале, также нужно обязательно продижестивиться чуть-чуть ближе к окончанию трапезы, чтобы чувствовать себя прекрасно. Дорогие друзья, давайте сделаем это. Надеюсь, что вы тоже не сидите с пустым бокалом. И с пустой тарелкой. И с пустой тарелкой. Сказочно, сказочно хорошо. Что тебе больше всего понравилось из сочетания? Можно сказать все? Есть такой ответ? Нет, надо выбрать. Честно говоря, как бы это было ни странно, я являюсь профессиональным сомелье, но могу сказать, что сочетание вот сладкого десерта с бренди, оно работает очень круто. Но если мы вернемся все-таки к вину, то я бы, наверное, как сочетание выбрал красное с уткой. Они очень хорошо гармонизируют между собой. А ты как считаешь? Мне шардоне и цыпленок прям... Шардоне? Кажется, Кстати говоря, на заметку всем, ты знаешь цену за шардоне?
Да, 3000. На полке супермаркета, представляете, 3000 это. Я просто здесь давно Это стою, просто слушал фантастика. ваши разговоры. Да, мы проговаривали, что он должен это сказать, но немножко сбил. Сбил. Да, друзья, у нас остался только розыгрыш. Что для этого нужно? Мы вас разыграли. Вы узнаете буквально через минуту. Ну а для тех, кто досмотрел наш выпуск до конца, и будет приятный бонус, и Артем про него расскажет. Да, дорогие друзья, мы хотим разыграть набор из этих прекрасных 4 бутылок в следующей серии. Для того, чтобы участвовать в розыгрыше, нужно подписаться на наш канал, поставить лайк и колокольчик. И не забывайте подписываться на наши аккаунты в Инстаграм, и вам нужно успеть забрать эти 4 бутылки, пока мы их не выпили. Вся информация снизу. Увидимся! Да!